азарт. Игра — это эмоции. Игра — это команда. Игра — это победа. Играют они, выигрываете вы. Париматч — официальный партнер Virtus.pro. Всем привет, друзья! Ну что, наконец-то стартовал Эпицентр. И я подумала, что давненько мы не разговаривали с нашим тренером. Арзик, привет! Привет, Маша. После адреналина у вас было немного времени передохнуть. Я знаю, что некоторые парни поехали в Европу. Чем занимался ты? Я поехал домой, в Санкт-Петербург. Мы тусили с друзьями, переезжали. Я переехал на квартиру, у нас все окна на Неву теперь. О. Красота. Заходите в Инстаграм, смотрите, там есть фотка. Хорошо, мы посмотрим. Может быть, успел что-то почитать, посмотреть? Да, как и все, наверное, Чернобыль посмотрел из интересного. И все, мне очень понравилось. А так все, больше особо ничего не делал. Ну, я говорю, я реально, то есть я переезжал, у меня не было особо времени чем-то заниматься. Серьезным и да. Как-то с тобой уже обсуждали, что ты можешь по-настоящему отдохнуть и обнулиться только когда ты отрекаешься от социума, и тогда вот ты чувствуешь себя восстановленным. Что ты в эти моменты делаешь? Ну, я просто человек такой, то есть я реально в обществе людей отдохнуть не могу никак. То есть я все время за кого-то переживаю, все время мне надо за кого-то что-то решать. Не знаю, ну, такая сущность моя человеческая, да. И как я отдыхаю, когда я один, не важно занятие, просто главное, чтобы не было вот этого вот какого-то человеческого тепла рядом со мной, да, то есть, и чтобы я был один, наедине с собой, и там, я не знаю, мне там хватит телефона, мне там хватит телевизора, я могу сутки вообще смотреть телек, и вот это будет для меня отдых, вот, ну, серьезно, то есть, это вот та эмоциональная разгрузка, которая она вот, ну, таким людям, которые вот занимаются тем, чем мы занимаемся, нужна. Вот. Слушай, ну а то, что вот ребята, частично команда поехала вместе отдыхать уже не в первый раз, а как ты думаешь, как это влияет на них, вот такой отдых? Ну, у меня вообще свое мнение на этот счет. Я считаю, что это немножко неправильно. Как бы, ну, тут есть две вещи, да, которые можно взвесить. Они как бы уже давно все вместе, да, и они уже настолько привыкли друг к другу, что они и отдых могут не видеть друг без друга, да. Но как я это вижу, что если ты работаешь так много вот вместе, как мы, да, то есть мы постоянно видимся, то есть видим друг друга каждый день. Мне кажется, когда у тебя какой-то мини-отпуск, нужно все-таки от этих людей отдыхать. Я говорю, они уже настолько свыкнулись друг с другом, что, вот я говорю, может быть, не видят даже отдыха друг без друга. То есть все настолько друзья, настолько близки, что как-то так. Типа, а с кем еще отдыхать? Да. Слушай, ну вот они вернулись, как, на твой взгляд, заряженные, отдохнувшие? Да, мы вообще все вернулись какие-то заряженные, да, даже вот я особо не отдохнул, да, из-за того, что у меня был переезд. Я вернулся на буткемп со словами, что я не знаю вот почему, но у меня столько вообще энергии, столько там идей и так далее. То есть все вообще на супер позитиве, супер энерджи. Как вы в целом проводили подготовку к Эпицентру? Да, как всегда, классический буткемп. Играли кланвары, обсуждали что-то вместе, сидели, играли матчапы. Да, как всегда, как любой обычный буткемп, вообще ничего особенного. Рамзес в недавнем интервью говорил, что они с Соло менялись в последнее время. То он капитанит, то Леха капитанит. Как отличается подготовка к турниру с капитаном Лешей и с капитаном Рамзесом? Леха, в общем, у него такая фишка, что он любит перепроверять постоянно свои знания. Вот у него есть какая-то идея, да, вот он будет весь день об этом думать, и на следующий день еще будет постоянно спрашивать, хотя уже вроде мы все проверили, да, например, все уже выяснили, но он настолько перфекционист, да, он будет до конца все спрашивать, выяснять, да, и приходить к у себя. Ему нужно, чтобы он был вот спокоен, да, что вот это мы отточили, в этом мы уверены. У Ромы немножко другой подход. Он где-то выполнил, да, например, вот мы что-то попробовали, реализовали идею,
эта идея работает, нужно искать что-то новое, искать еще какой-то план Б, если план А не сработает. Я бы не сказал, что что-то из этого, там, какой-то из этих подходов, да, неправильный. Они просто разные. Ну, вот я просто сказал, как отличается, да. Как тебе новый патч? Насколько он быстрый или медленный? Как он себя проявил там, для саппортов, для кэрри, для мидеров? Я уже где-то говорил, не помню, в каком-то, по-моему, интервью, что... Или нет, ну не помню, неважно. В общем, то, что раньше, например, нужно было всегда играть в темпу доту. То есть патч тебя заставлял так делать, если ты этого не делаешь, ты просто проиграешь игру 100%. Сейчас у тебя есть выбор. Ты можешь темповать, ты можешь где-то и подфармить. И, то есть больше вариаций как играть в игру, как развивать игру с early до mid гейма. По поводу там героев и так далее, там, да все увидите на эпицентре. На самом деле герои очень сильно поменялись, и вот именно вот конкретная концепция, да, как сейчас будут играть все команды, она поменялась. Ну вот сейчас уже идут вроде игры, да, сейчас же уже идут. Да, уже идут. Да, то есть уже можно заметить, да, там тенденцию. Люди начнут там примерно понимать, вот в паблике пока не понимают. Ну, минор ты смотрел же наверняка, вот на миноре какая-то уже мета сформировалась? Ну да, я, конечно, если честно, особо ничего там не смотрел. Я миноры не люблю смотреть, я смотрю парсеры драфтов там и так далее. Ну, там есть, да, грамотные идеи, то есть какие-то команды действуют вот по концепции, которую, например, мы для себя выбрали, какие-то команды нет. Не факт, что, например, то, что вот оттренировали мы на буткемпе, да, и то, что мы считаем правильным, да, что это правда. То есть не факт, что это будет работать, и не факт, что это истина, да. А кто-то там, например, какие-то непы, которые там вообще очень постоянно какие-то странные вещи показывают в играх. Выиграли. Да, то есть они выиграли, и, может быть, они правы. Посмотрим. Посмотрим. У нас почти не было официальных игр, ну, помимо адреналина в Москве. А что было полезнее при разборе нового патча? Может быть, там разбор КВшек или все-таки смотреть, как играют другие команды? Очень сильно помогает. Вот я на своем опыте скажу, что сравнивать свой геймплей с чьим-то — это самое, наверное, простое и самый простой способ вот для достижения успеха, да, то есть то, как найти свой стайл, да, путем, например, какого-то поиска там каких-то приколюшек у врага там и так далее, да, то есть, но тир-1 команды не играли, поэтому, то есть, приходилось все делать самим, да, по кланварам, и поэтому, да, вот, например, у нас на подготовке, короче, самое основное, нам нужно было выработать концепцию, да, как мы хотим играть, то есть это всегда самое важное, то есть ты выбираешь свой плейстайл, по сути. То есть примерно рейтишь каких-то героев, какие-то там на первую, на третью позицию. Вроде бы сильные другие герои, но для твоей команды, для твоего плейстайла нужны именно вот какие-то другие, вот эти. Вот, то есть самое важное — выбор концепции. А дальше, да, уже мы играли кланвары, скримы. Тоже хорошо, если ты проигрываешь. То есть если ты очень много проигрываешь, ты понимаешь, где у тебя косяки, начинаешь все менять. И приходишь к чему-то общему, к чему-то правильному. А из команд, с которыми вы еще сыграли КВшки вот в последнее время, кто максимально бодро выглядел? Гамбит. Вперед, Гамбит! Вперед, Гамбит. Ждешь ли ты еще каких-то глобальных изменений патча до инта, или этот патч, в принципе, плюс-минус подходит? Да я как-то вот вообще в таком ключе никогда не думаю, да, о доте. Я работяга. Мне вот что дали, я с этим и работаю. Что-то там ждать чего-то, там каких-то изменений и так далее. Зачем? Почему? Зачем об этом думать? У меня есть материал, да, есть ресурс, я с ним работаю. Может быть, будут изменения какие-то. Я думаю, будет маленький какой-то патч до инта. То есть, по-любому, какой-то баланс поменяет, потому что, ну, слишком много времени пройдет. Готовились ли вы как-то по-особенному к секретам? Понятное дело, что сейчас все их выделяют, и там что-то я слышала, 60% людей ставят на их победу на этом турнире. Со стороны ВП могу сказать так, что мы вот секретов вот так, как их видят все, мы не видим. Я не знаю, ну, может быть, это скажу, да, как-то высокомерно, да, но мы, по-моему, единственная команда, кто их вообще выигрывает.
принципе. Вот. Каких-то особых проблем от них. Ну да, там, то есть они тоже грамотная команда, да, они тоже понимают концепцию там вот контр-пик драфтинга, да, то есть какие-то команды там, да, они там даже в топ-6, они, например, просто сидят, пикают своих героев. Вот. У Пей сидит, он понимает, что у него команда сыграет на всем, да, и он контр-пикает героев, то есть он ставит команду врага в комфортную зону и выводит из нее уже путем игры. Так секреты выигрывают в доту. Вот. Мы такая же команда, у нас нету с этим проблем. Как-то к ним особо готовиться, не готовились. Если у нас будет с ними матч, мы подготовимся. Ну, то есть вы глобально готовились ко всем? Да? А как думаешь, кто ваши главные соперники на эпицентре? Да мы сами, наверное. Все знают, да, что мы можем выиграть любую команду, если мы в хорошей форме. И все знают, что мы можем выиграть турниры, так и проиграть где-то в какой-то там вообще там. Вот как последний турнир мы заняли топ-8. Но это очень такой плохой результат, да, для Virtus.pro. Мы для себя самые злейшие враги, скажем так. Вот. Это, получается, твой первый эпицентр с нашей командой, с Virtus.pro. Да. А что ты от него ожидаешь? Честно говоря, вот я об этом вообще не думал, но вот то, что первое приходит в голову, наверное, вот посмотреть, как заряжают вот именно большой стадион, где очень много вот русскоязычных людей, да, и как он будет там кричать название твоей команды, да, я хочу на это посмотреть, да, зарядиться всем этим. Вот, это будет здорово, наверное. До этого я этого не ощущал, то есть я на эпицентре-то не был ни разу. Парни уже пару раз показывали не самый хороший результат на эпицентре. Нет ли сейчас напряжения в команде от того, что такие завышенные ожидания к ним конкретно на эпицентре? Все вот это вот оно медиапространство, да, вот вся вот эта информация, которая идет постоянно, вот все те новости, которые люди читают, да, там, вот Virtus.pro должны занять такое место, там, например, Virtus.pro там плохо выступали на эпицентрах, хорошо должны на этом. Когда ты профессиональный игрок, ты не то что не обращаешь на такие вещи внимания, ты обязан не обращать на такие вещи внимания, чтобы это тебе не мешало, вот именно, как ты говоришь, да, чтобы это не давило. То есть никто об этом вообще не думает. Все хотят просто выложиться на максимум и все, не более того. Как ты уже сказал, действительно, на арене, на эпицентре будет огромное количество русскоязычной аудитории, вас будет поддерживать большое количество фанатов Virtus.pro. Пару слов для этих ребят. Болейте за нас. Точнее, меня еще с парнями не было, но они еще не побеждали эпицентр. Они очень этого хотят, правда. То есть в этом году все по-другому. Мы подготовились очень плотно, поэтому болейте, смотрите матчи, одевайте наши джерси, скидывайте фотки в предложку Virtus.pro, сжимайте кулачки, ставьте лайки, репостите посты с играми, интервью, заходите на Инстаграм Марии Ермолиной. Вот. Арсения Усова. Да, друзья, действительно, на самом деле, на полном серьезе команда очень заряжена. В этом году все жестко, строго. Да. Будем побеждать. Подписывайтесь на наш канал.